Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео на канале. В сегодняшнем видео будет обзор на жерлицы, ну или как в народе по-простому говорят, флажки. Хочу снять это видео для того, чтобы кто хочет себе приобрести такие флажки, как бы присматривает, поскольку скоро, я думаю, в Беларуси уже все-таки будет лед, первый лед, выйдем, порыбачим. Ну и вот, как говорится, готовься, а не с лета, а телегу зимой, поэтому пока еще нет льда, нужно не спеша подготовиться, поскольку сезон уже жидкой воды подходит к концу. Есть время, пока еще льда нету. И думаю, данное видео будет актуально. Так что давайте приступим к обзору. Итак, друзья, на обзоре сегодня у нас флажки жерлицы белорусского производства. Называется моделька «Щука». Ну, почему «Щука», это понятно. Само основание сделано в виде щуки. Вот. Что хочу сказать по материалу, по пластику. Довольно-таки материал мягкий, пластик сам. На морозе сильно не дубеет. Я уже ловил в том году. Кто не видел видео, выскочит в подсказках. Какие плюсы еще? Катушка 85-ка. Хороша тем, что леска, когда чем меньше катушка, когда мы рыбачим, леска получается, когда начинаем ловить, она вот такими кольцами идет. Здесь как бы такой проблемы не должно быть, да ее и нет. Есть, да, кольца, получается, при хранении, когда леска лежит, но вот это плюс. И плюс, когда поклевка, допустим, всю леску вымотала, удобнее наматывать быстрее, чем маленькой катушкой маслать. Есть, друзья, также вот такой стопор. Сама катушка, получается, регулируется вот таким пластиковым, не винт, он заглушка, все. И больше мы никак его не отрегулируем, поскольку, кто знает, ловил, есть такие с шурупами, и вот этот шуруп нужно крутить, чтобы, натяжение катушки здесь. Вот это натяжение, друзья, можно вот этим курком, получается, регулировать. Вот сейчас легко крутится, вот сейчас. Ой, видите, катушка уже вообще стопорится, я тяну. Это тоже есть плюс, допустим, когда мы заряжаем наш флажок. Вот, можно застопорить, чтобы, леску не разматывало. Крепить, друзья, получается, можно вот за этот ус, он сделан, как бы, производителем, но неудобно, если двойничок у меня небольшой. Я вот снизу взял сверлышком, просверлил вот здесь под наш двойничок. Вот. И он прекрасно держится вот в этом отверстии. Сейчас я вам покажу. Вот. Взяли, сделали натяжение, нашим курком зафиксировали. Все, у нас жерлица в транспортировочном положении, где ничего не соскакивает, не путается, что есть удобно. Вот эта катушечка с этой, получается, основанием крепится, друзья, вот к этому диску. Материал тоже диска мягкий, тяжелый, что есть тоже плюс, когда будем рыбачить. Можно немножко снегом присыпать, и когда вот даже весной ловили уже голый лед, был ветерок, у меня вообще не сносило. А вот до этого хотел, друзья, там взять моделька Диск 2, по-моему, называется, вот фотографии выскочит. Хорошие жерлицы тоже можете брать, но в Беларуси сейчас пока не нашел их, есть на Озоне, так что ссылочку оставлю, кому интересно. Если не хотите вот такие брать. Там жерлицы достойны, но они полегче. Вот их надо присыпать, потому что когда поклевка происходит от флажка, это стоит основание уверенно, а то бывало даже сбрасывало или уносило ветром. Вот. Крепится вот эта сама катушечка с основанием вот к этому диску, к площадке. Здесь вот такие, получается, сделаны пазы. Вот. И вот здесь тоже. Крепится, вот вставляется и защелкивается. Все, стоит, нигде ничего не вылетает, не болтается. Вот. Плюс еще она на морозе подмораживается, если еще водичка, мороз, она вообще мертво стоит. Не знаю, насколько долго, друзья, хватит данной вот этой конструкции. Но, может быть, я к минусу отнесу вот эту данную конструкцию, что со временем, может быть, эти пазы разобьются и уже никак нам не будет закрепить жерлицу по сравнению, вот что я
Еще раз повторюсь, вот фотография вот сейчас выскочит, можете посмотреть. Там вставляется, получается, в основание вот так, как-то там защелкивается. Вот. Что вот. Ну, не знаю. Как бы я пока не столкнулся с этой проблемой, думаю, не столкнусь. Если кто вот уже давно ловит такими флажками, напишите в комментариях, есть проблема в этом или нет. Вот. Ну и, друзья, флажок, без флажка никуда. Это наш сигнализатор поклевки, чтобы мы видели издалека, когда у нас поклевка. 50 сантиметров. По флажку как бы претензий нету, но такой маленький косяк, ну не знаю, это может я уже придираюсь. Вот здесь было склеено и прошито, но очень плохо было. Края были там немножко отслоились. Но я сходил, попросил, мне на машинке прошили дополнительно. Вот. Ну теперь вообще флажок держится, красота. Вот. Вставляется вот, друзья, вот сзади в основании такие вот пазы есть. Вот. Как бы так удобно показать. Вот. Вот так вставляется. Можете видеть. Все, он тоже мертв. Смотрите, я дергаю. Он никуда не выскакивает. А все благодаря тому, что вот немножко вот так надо, ну, подогнуть нашу вот эту флажок наш, пружину. И флажок никуда не денется при выстреле, точнее при поклевке. Вот я заряжаю, смотрите. Оп, все, он стоит. И еще удобно, вот я беру там вот так заверх и разношу по водоему, там насверлил лунки, так иду, раскидываю. То есть тоже это плюс. Вот. Вот, друзья, вот такие как бы флажки, жерлички, неплохие, я доволен, да. А какие у меня были до этого, тоже давайте фотографию вставлю, вот эти. Не берите, друзья. Но я их продал, нашелся человек, ну я там за небольшую сумму отдал, он сказал, мне там редко выезжаю, поэтому ему там все устраивает. Ну а если вы часто рыбачите и хотите вообще, чтобы, ну, все держалось, нигде ни флажки не вываливались, ни катушка не клинила, ничего. Вот, неплохая. Жерлица стоит сейчас в Беларуси 3 рубля. Уверенно стоит. Плюс еще, да, конечно, кто упустил такой момент. Бывает, когда катушка сильно легко отрегулирована, может забросить петли. И вот, не плетенка, леска, получается, захлестнуться за катушку, да, и, ну, рыба чувствует натяжение и сход. В этих у меня ни разу такого не было. Поскольку, вот еще раз повторю, за счет этого курка мы регулируем натяжение. Вот. Но аналог, друзья, вот этим флажкам, вот этот диск 2, но повторюсь, пока их нету, может быть завезут. Ну а так, кому интересно, на Озоне они есть, но там цена 4,5 рубля за один флажок неоснащенный будет. Ну и они, надо присыпать их льдом. Вот. Ну а так, как бы... Ой, не льдом присыпать, ну если снега нет, льдом, да, а так снегом. Вот, но если не хотите заморачиваться с доставками, вот, неплохой вариант, берите, не пожалеете. Единственное по минусу, это флажок, надо дополнительно прошить. Ну, может быть, я не знаю, там производитель начал лучше делать, вот, и это флажок, и вот это крепление, но это не минус. Я думаю, с ним будет все хорошо. Но это вот что я нашел, такие небольшие косячки по данной жерлице. Ну и давайте еще раз пробежимся быстренько. Диаметр 19 сантиметров, катушка 85, флажок 50. Высота от низа до верха катушки составляет 18,5 сантиметров. Вот. Подходит для ловли всех видов рыб, как производитель заявляет. Щука, сом, судак, окунь. Ну и что еще там может у вас водиться в ваших регионах. Так что, друзья, жерлица неплохая. Цена, качество. Так что я доволен. Если кто-то присматривает, берите, не пожалеете. Очень классный вариант для зимней рыбалки на хищника. Так что, друзья, кому было интересно видео, ставим палец вверх, напишем свой комментарий. Я все ссылочки оставлю в описании. Так что, если какие-то будут вопросы, мои контакты также есть в описании. Задавайте вопросы,
отвечу. Так что завершаем наше видео. Ну и как всегда я вам, друзья, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.